Доброго времени суток! Сегодня мы продолжим рассказывать о трудностях после переезда в Польшу и погуляем по одному из нетуристических районов Кракова, который называется Дębniki. Смог и необходимость носить защитные маски. Мы приехали в Краков осенью, и очень неприятным открытием стал для нас смог. Эта проблема в городе появляется только в холодное время года, когда для обогревания домов используются печи, которые топят углем. Из-за специфического расположения города и розы ветров этот дым долгое время никуда не уходит, и в некоторые дни улицы затянуты таким туманом. Иногда в частных домах сжигают еще и мусор, так что дым содержит вредные вещества. Поэтому в дни, когда показатели качества воздуха плохие, нужно носить специальную маску-фильтр на улице. Сейчас, после карантина и всех этих обязательных требований носить защитные маски, которые действуют в Польше, кстати, до сих пор, например, в магазинах и транспорте, это уже не кажется настолько непривычным или сложным, но смог зимой действительно сильно меняет твою жизнь, и особенно это неприятно, если раньше с таким ты не сталкивался. Краковские власти, конечно, потихоньку с этим борются, но пока этой проблеме еще так, далеко до окончательного завершения. Мы хотим сделать на эту тему отдельный ролик, когда с наступлением осени вернется и смог. Разница во времени. Возможно, не самая очевидная вещь, но она оказывает очень большое влияние на общение с теми, кто остался в России и с кем хочется продолжать общаться. Она сильно влияет даже несмотря на современные средства связи. Особенно тяжело это зимой, когда разница составляет 4 часа между Уфой и Краковом. Например, я только еще пришел с работы домой, у меня 6 часов вечера или 5, а в Уфе уже поздний вечер. Также это создает возможность получить сообщение или звонок от своего знакомого из России среди ночи, потому что у них уже утро, они идут на работу и хотят чем-то поделиться или сообщить какую-то новость, а у нас еще раннее утро. Точно так же вечером, когда ты посмотришь какой-нибудь фильм, например, или прочитаешь какую-то новость и хочешь с кем-то поделиться, написать кому-то, ты понимаешь, что в лучшем случае они это прочтут уже только утром, потому что они, скорее всего, уже спят. Поляки часто не понимают и неправильно пишут имя или фамилию. Если с именами все более-менее не так сложно, то иностранные фамилии звучат для поляков странно, незнакомо, и они почти всегда на слух пишут их неправильно. Это, конечно, нормально, но опять-таки делает простые ранее для тебя действия сложными. Например, тоже бронирование столика. И продиктовать что-то по буквам, кстати, не всегда помогает. А в польском языке звук «В» пишется с помощью латинской буквы «W», а в загранпаспорте, например, он обозначается английской буквой «В». И это опять-таки делает написание фамилии по буквам неправильной. Сортировка мусора. Это абсолютно новая вещь после переезда из России в Польшу. И поначалу это очень интересно. Когда я только приехал, мусор сортировался на 2 корзины. В одну из них складывалась бумага, пластик и металл, а в другую шло все остальное. Естественно, еще отдельно собиралось стекло. Сейчас у нас 5 раздельных корзин, куда нужно складывать соответствующие типы мусора. И сложность в том, что не всегда до конца понятно, что и в какую корзину выбрасывать. Мы обязательно посвятим этой теме отдельный выпуск, потому что это большая и отдельная интересная тема. Посещение врача. Отдельная боль – это поход к врачу. Потому что потребоваться это может тебе внезапно и неожиданно, например, когда ты только недавно приехал. И даже если к тому времени на разговорном уровне языка ты более-менее освоился и общаешься, то специфические врачебные термины, описание симптомов или болезней – это совершенно новые и
сложная тема. Найти англоговорящего врача можно, и много врачей здесь знают английский. Но тут проблема может быть уже с твоим уровнем английского языка и знанием врачебных терминов. Инструкции лекарств тоже очень сложные поначалу. Все, конечно, стараются тебе максимально просто объяснить и помочь, но я до сих пор помню, как долго сидела над своей первой инструкцией к лекарству на польском языке и переводила каждое слово. Пользование общественным транспортом. Первое время это еще тот стресс, потому что помимо того, что нужно приехать из пункта А в пункт Б, и желательно доехать именно туда, куда тебе хочется, нужно еще покупать билеты. Билеты можно покупать в автомате, который находится в салоне трамваев и автобусов. Но там поначалу не все так очевидно, потому что есть разные зоны, цены на билеты, в которых отличаются. Билеты действуют определенное количество времени, и нужно рассчитать, чтобы он покрывал твою поездку. Также иногда автомат не принимает с первого раза некоторые монетки или купюры, а это довольно популярная вещь. И образуется очередь. И помимо того, что нужно все это понять, ты начинаешь нервничать из-за того, что другие люди стоят за твоей спиной и ждут своей очереди, чтобы тоже купить билеты. Ты начинаешь нервничать и совершать, возможно, еще больше каких-то мелких ошибок. Конечно, есть приложения, и со временем, мне кажется, все переходят на эти приложения или проездные билеты, и там все гораздо проще. Я, например, пользуюсь тем, которое привязано к моему банковскому аккаунту, и теперь без проблем покупаю билеты. Помимо этого, периодически повышаются цены на проезд и меняется продолжительность билетов. Например, сейчас есть билеты продолжительностью 20 минут и 50 минут. Но в скором будущем это изменятся цены, и будут доступны билеты по 10 минут и 60. Соответственно, нужно будет перестроиться и уже планировать свои поездки, исходя из этих новых реалий. Расставание с любимыми вещами. Специфика переезда в другую страну в том, что ты должен начать жизнь с минимальным количеством вещей. И вначале это только все самое необходимое. Это очень сложно, особенно если у тебя есть много таких вещей, которые связаны с воспоминаниями, что-то такое непрактичное, но дорогое твоему сердцу. И это все приходится оставлять. У нас была возможность часть таких вещей привезти на машине, но в любом случае ты не возьмешь с собой все. Это все равно будет новый дом, другая жизнь, и все это очень сложно. Вождение машины. Я уже говорил про узкие дороги и обилие знаков, жесткую разметку, но сейчас хочу обратить внимание на еще одну особенность, а именно все пропускают пешеходов. И это правило, по моим наблюдениям за все время жизни здесь, соблюдается большинством водителей неукоснительно. То есть, если пешеходы подошли к пешеходному переходу, ты должен остановиться и пропустить их. И, упаси Боже, остановиться автомобилем на пешеходном переходе. Это вызывает у пешеходов гнев. Они делают замечания тебе, и, соответственно, не имеют на это права, потому что не нужно останавливаться на пешеходном переходе. Но поначалу, в свете уже выше озвученных мною причин, не всегда удается точно подгадать место остановки автомобиля. И у меня пару раз, признаюсь, было, что я немного останавливался на пешеходном переходе, и позитивных впечатлений это, конечно, не добавило. Также хочу отметить отношение к велосипедистам. Здесь их довольно много, и они пользуются в том числе и автомобильными дорогами. Я сам тоже часто езжу велосипедом, и могу сказать, что
почти все автомобилисты никогда тебе не сигналят, когда ты едешь с краешку дороги. Они спокойно ждут момента, когда можно будет безопасно тебя обогнать и продолжить движение. Соответственно, когда я управляю автомобилем, я делаю точно так же. Сложности с бытовой химией. В наше время глобальных корпораций и примерно похожего ассортимента товаров в супермаркетах это уже, конечно, намного проще. И если по маркам средств и формам баночек ты примерно сориентируешься, то уже по конкретному применению чего-нибудь возникают проблемы. Нужно все-таки ознакомиться с инструкцией и описанием, а не на другом языке. Разобраться, чем один товар отличается от другого, кроме цвета и запаха, и сделать уже правильный выбор. Сотовая связь – одна из первых вещей, которая тебе необходима сразу после переезда. В основном, конечно, из-за мобильного доступа к интернету. Но не всегда можно сразу разобраться, какой лучше тариф тебе подходит. Помимо этого, на телефон начинают приходить довольно часто смски на новом и еще пока незнакомом тебе языке. И еще я впервые столкнулся с этим здесь, в Польше. У сим-карты истекает срок действия, и его нужно продлять через приложение, которое нужно установить у себя на телефон. Если понравилось, подписывайтесь на канал, не забывайте выражать свое мнение в комментариях, поддержите нас лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!